Привет, всем привет! Меня зовут Юля, вы на канале Платьетерапия. Сегодня мы с вами будем шить вот эту кофточку с кружевами. Кофточка в стиле винтаж, очень нарядная, беленькая, свободного кроя, с красивым манжетом. Также можно делать рукав 3/4 по желанию. Такую кофту мы с вами будем шить без выкройки. Шить ее очень легко и просто. Как это сделать? Дальше смотрите в видео. Для такой кофточки нам понадобится 1,15 м ткани, 1,20 м кружева, сейчас я вам покажу, и пуговицы. Если вы не хотите делать длинный рукав, вы можете остановиться только на длине вашей блузочки. И кружево, естественно, использовать. Да, у меня здесь 1,20 м, чтобы его вам хватило на кокетку, которую мы будем пришивать, и полностью вот на 2 объема рукава. То есть это основной замер, который вам нужен при выборе кружева, при выборе длины. Значит, что это за кружево? Смотрите, это не бельевое кружево. Оно очень плотное, вообще оно не эластичное. Вот. Выбирайте кружево хорошего качества, чтобы оно потом, естественно, не посталось. Как вы можете его проверить в магазине? А вот так. Берете кусочек кружева и трете на протяжении минуты. Вот так. Вам никто за это ничего не сделает, если вы будете тереть образец. И вот уже, когда вы потеряли этот образец, да, который там лежит в магазине, вы уже будете понимать, подходит ли вам это кружево, либо не подходит. Значит, это у меня молочный цвет, трикотаж от Тарубчик. Смотрите, какой он. Он очень слабая, у него эластичность. Буквально чуть-чуть здесь эластана. Буквально 1-2%, немного. И пуговицы, которые подходят идеально в тон, подходят в тон ткани основной. А кружево оно чуть-чуть светлее. Но когда я его буду нашивать, смотрите, вот, оно просто будет как немножко оттеняться. Ну что, приступаем кроить. Кроить очень просто. Помним, да? Сначала я буду отмерять ткань на кофточку 65 сантиметров, чтобы она не была слишком короткая и не была слишком длинная. Стандартная длина блузочки. Складываю ткань ровненько. Вот. Для кофточки, для длины я отмеряю 65 сантиметров. Для вот этой вот длины. Это хорошая длина, потому что вот эта кофточка, которая на мне, рубашечка, она короче. Если, например, под джинсы, то она, мне кажется, немножко коротковата. А когда 65 сантиметров длина, ну там плюшевый, как раз будет нормально. Либо можете брать длиннее. Вот смотрите, на белой ткани очень плохо видно будет мылом. А у меня такого карандашика, который исчезает, нету, поэтому вот. Смотрите, я буду вот так сразу же вот отмеряю 65 сантиметров длины. Вот так, да, 60. Миру не очень хорошо видно. Вот. Так. Так, я забыла сказать про кружево. Ширина кружева, смотрите, 15 сантиметров у меня вот этого. Вот, даже не 15, ну, если брать вот от края углубления до края, это ровно 15 сантиметров ширина кружева моего. Так, и остается у нас здесь 50 сантиметров, да? Вот 50 сантиметров это на рукава. Вы также можете не делать. Дальше. Помним, да, обязательно обрезаем кромочку. Ну, такая некрасивая какая-то тут совсем. Отрезали кромочку. Теперь, девушки, как обычно, да, мы меряем свой объем груди, объем бедер, что у нас больше, например, 100 сантиметров у вас бедра, добавляем, если не очень эластичная ткань, плюс 3 сантиметра к общему объему, делим пополам и отмеряем. Ну, примерно так, да, плюс 3 сантиметра, если ткань с очень слабой эластичностью. Если же у вас вообще не эластичная ткань,
добавляйте вот точно так же, как мы делали блузочку с вами, да, помните? 10 сантиметров к общему объему. Если ткань очень-очень эластичная, а вы ничего не добавляете. Если очень вот как масло или вискоза, то есть можно отмерять ровно то ваше количество объема. Если 100 сантиметров, отмеряете по 50 на каждую сторону. На полочку и на спинку. Одинаково отмеряем. Так, я буду отмерять, вот смотрите, 49 сантиметров. Даже, наверное, отмерю 50. Вот так. Вот 50 сантиметров. Смотрите, девушки, вот, если вы будете брать только, например, 65 сантиметров, вы с этого кусочка сможете сделать рукава. Смотрите, вот вам подсказочка. Вы его вот разделяете пополам, вот. Вот уже ваш рукав, вот он. И внизу вы можете добавить кружево. Будет совсем другой фасон уже рукава, не такой, как я буду делать. Вот. То есть вам не нужно будет так много ткани, вы можете взять только 65 сантиметров. Но опять же, если у вас объем, нужно понимать, что вот объем, который остался на рукава, то есть это для размера S, M, L, даже XL. Если девушка вы побольше, тогда, естественно, нужна длина плюс длина рукава. Уже по своим объемам будете ориентироваться. Так, я разделяю пополам, как обычно мы с вами делаем. Вот для таких кофточек. Так. На изнаночку, чтобы вырезать, складываем. Вот так ровненько. Под углом 90 градусов. Если стол, можете на край стола равнять. Так. Передняя наша часть. Можно делать выточки, можно делать без выточек. Будете уже ориентироваться сами, как вам больше нравится. Ну, в зависимости, естественно, от вашей ткани. Так, вот смотрите. Теперь будем вырезать горловину. Горловина не очень глубокая. 4 сантиметра. Смотрите, 4 сантиметра вот я углубляюсь. Так, вот так, сюда. И в сторону от центра 7 сантиметров. Такое небольшое горлышко. Вот я его полукругом вот так вырезаю. Так. Теперь меряю объем. Не объем, а ширину ваших плеч. У меня 36 сантиметров. Я так и буду отмерять. Вот смотрите, 18 сантиметров. Прибавку к этой ткани по плечам я не делаю. Если ткань не эластичная, вы добавляете сантиметр, либо 1,5, в зависимости от ткани. Если ткань очень эластичная, вот здесь я по плечам оставляю 18 сантиметров, вы отмеряете вашу ширину плеч, да? Делите пополам и отмеряете. Теперь пройма. Поскольку ткань это слабо эластичная, вот для проймы я отмеряю, смотрите. Буду делать такую глубокую пройму. 21 сантиметр вниз, вот верхней точки, да? И тут вот в сторону вот так рисую. Видите, этот прямоугольник. Вот все как обычно мы с вами делаем. И чуть-чуть угол этот буду более плавно делать. Вот сейчас вырезаю. Вот так. Теперь помним, что наше плечо с вами под углом, но опять же, у каждого, девушка мне писала, что что-то у нее там с плечом не получалось. Вы не забывайте, что у каждого из нас тоже разные плечи, да? Из плечи более под углом, есть совсем прямые, поэтому вы должны тоже понимать по себе, да, какие у вас плечи. Посмотрите в зеркало и решите. Вот, ну в среднем это вот, смотрите, вот в верхней точке 3 сантиметра, и вот с горлышком под углом мы эту линию соединяем. Вот она. И срезаем ее. Так. Дальше, ну с объемом груди мы с вами определились, да? Какой объем больше у вас бедра? Ну, поскольку эта блузочка, она не достает у нас до бедра, но все равно лучше, чтобы не сильно вот здесь вот она внизу вас пережимала. Значит, к своему, повторюсь уже, к своему объему
груди, если ткань не очень эластичная, мы добавляем 3 сантиметра, если вообще не эластичная, 10 сантиметров к общему объему. Если очень-очень эластичная, не делаем прибавку, отмеряем сразу. То есть ваш объем груди мы делим пополам и отмеряем вот от этой точки. Теперь, девочки, чуть-чуть нужно будет приталить кофточку. Тоже я говорю это каждый раз в зависимости от роста, от вашей комплектации, от фигуры. В среднем это 40 сантиметров высота талии, вот она. И тоже эта кофточка будет совсем чуть-чуть приталенная. Поэтому вот здесь разница между объемом груди и объемом талии всего-навсего 2 сантиметра от края. То есть вы просто берете вот, и от края здесь отмеряете 2 сантиметра. Вот они. И на уровне талии мы просто, вот смотрите, что мы делаем. Соединяем вот эти точки. Объем талии делаем меньше объема груди, только на 2 сантиметра. Вот. И вот эти точки, как обычно, мы с вами всегда соединяем. Вот они. Так как в платье, так и здесь. Сейчас буду вырезать, вы поймете, потому что здесь очень плохо видно будет. Буквально чуть-чуть, вы видите, да? Чуть-чуть приталено. Так. Подровняем кофточку, чтобы одинаково было. Так. Теперь, девушки, по спинке. Смотрите, мы уберем полсантиметра высоты вот этой, буквально чуть-чуть. Вот здесь чуть-чуть мы уберем, поскольку ткань слабая эластичная. Смотрите, полсантиметра высоты плеча. Вот мы срезаем. Вот, все, достаточно этого. А передняя часть полочка сделаем чуть глубже вырез. Вот так. Но опять вы должны понимать, если ткань не эластичная, нам горловину надо делать больше, если ткань не эластичная, для того, чтобы у вас в эту кофточку пролезла голова. Потому что если ткань не эластичная, вы сделаете маленькое горлышко, вы не сможете ее отделить. Так. Теперь будем кроить с вами рукава. А потом приступим работать с кружевом. Так, рукав. Значит, для рукава, рукав сделаем пышный. К своему объему рукава мы прибавим с вами 8 сантиметров. Если 30, отмеряем 38 сантиметров на каждый рукав. Понятно, да? Даже можно больше. Чем пышнее будет рукав, тем он будет красивее. Так, я буду отмерять даже 39. Даже 39, ну тут плюс вот так. Кромка, мусор, это все так. И равняем, чтобы было два одинаковых кусочка. Так. Складываем друг на друга. Смотрите, девушки. Значит, кружево. Куда мы будем с вами вставлять кружево? Сначала нужно вырезать окат рукава. Потом будем определяться. Тут уже, вот смотрите, если мы ставим посередине кружева, вот, я вам просто покажу. Смотрите, вы делаете нахлест, как припуск на шов, но их будет два, да, и меряете длину. Вот смотрите, 63 сантиметра, видите, уже это длинный рукав у нас получается, вот такой. Но я буду делать не манжеты из кружева, а буду его вставлять посередине рукава, и потом буду садить его на манжет. Ну, там в зависимости еще от
швов, какое количество мы сделаем, я уже буду смотреть. Либо я буду с этого кусочка делать манжеты, либо достаточно будет того, что есть. Так, теперь вырезаем окат рукава. Значит, вы помните, да, как можно вырезать окат рукава? Вот. Кладем пройму нашу и уже смотрим. Это если вот, смотрите, если вы хотите, чтобы не было сборок вот здесь вверху, вы просто сразу вырезаете под пройму вашу. Если хотите, чтобы были сборки, вот, опускаетесь ниже, чтобы здесь у нас оставался зазор. Чем больше зазор, тем, вот смотрите, больше можно будет сделать сборок в рукаве. То есть все очень просто. Я буду делать рукава фонариком, чтобы вот такая блузочка была более в винтажном стиле. Так. Вот, смотрите, как я кладу пройму, чтобы было понятно. И вы сможете точно так же сделать. Кладу пройму, получается, вниз. Вот, смотрите. Где-то 22 сантиметра, не где-то, а точно. Вот 22 сантиметра вверх от рукава. Сюда я кладу пройму. Вот. Так. И вот так вот нарисую окат. Вот. Ну, конечно, плохо видно, но сейчас я буду вырезать. Вот такой большой, смотрите. Если будет пройма у нас, вот она. Соберем, и будут такие сборочки. Здесь пышный рукав. Теперь кружево берем наше. Значит, кружево, смотрите, тут будет шов, чтобы вы сразу вот так ровно не отрезали, а оставляйте место, чтобы прострочить. Можно было соединить кружево. И ровно, вот буквально я буду отмерять 3 сантиметра от края. Вот. И ровненько буду соединять. У меня лопнуло было. Вот. Смотрите. Так. Теперь беру кружево. И отмеряю 2 одинаковых таких. По ширине рукава как раз. 2 одинаковых кусочка. Вот так. Смотрим. Отрезаем. То есть вы должны понимать, да, когда набираете кружево. 2 объема рукава. И вот эта часть, которую здесь будем пришивать на кокетке. По себе померяйте, да, понятно. Что в основном кокетка это ваша ширина плеч. Ну, там плюс-минус пару сантиметров. Так. Вот, смотрите. Вот так. Здесь будем пришивать кружево. Как мы будем его пришивать? Мы будем проверлочим все части рукава и просто сверху тогда будем пришивать кружево. Но я вам покажу, да, как это делать потом уже, когда будем сшивать. Теперь, девочки, вы смотрите, как я кладу сверху, чтобы у меня оставались припуски на швы. Буквально вот по полсантиметра, по 0,7. Чтобы сверху кружево сложить наверх. Чтобы вы понимали, что у вас тут будут еще швы. Нам нужно померить длину рукава. Обязательно сейчас. Меряем, смотрим. Видите, 62 сантиметра. Этого мало. Мало для длинного рукава. И мало, естественно, тут у меня осталось для того, чтобы сделать манжет. Значит, я буду делать высокий красивый манжет. Помните, та ткань, которая у нас осталась, сейчас будем вырезать. Значит, смотрите, какой будет манжет. Манжет где-то примерно вот такой вот высоты. Это не сильно большой. Сейчас померяю себя на руке, чтобы сказать вам точно. Значит, 15 сантиметров манжет. Делаем высоту манжета 20 сантиметров. Вот, отмеряем 20 сантиметров, потому что манжет где-то будет примерно 15 сантиметров, плюс подворот, плюс швы. Поэтому отмеряем 20 сантиметров. Вот. И по вашему объему руки буду отмерять себе 20
5. Нет, даже больше. 27, нормально. Так, смотрите, разделяю пополам. Вот так. Заузим манжетик обязательно. Значит, девочки, смотрите, вот у нас такой рукав. Он, естественно, очень длинный. Да, он такой длинный нам не нужен. Смотрите, тут получилось очень много, 77 сантиметров. Это очень много. Значит, мы берем, делаем вот подворотик, который на швы, чтобы вы угадали, да, точно. Вот, подвернули. И кладем сверху наш вот так рукав. И смотрим. Вот, 68 сантиметров. Ну, он должен быть где-то 65. То есть еще выше нужно поднять. Вот так. Вот 65 плюс шовчик. Вот, смотрите. Вот так. И тут я сейчас чикну, обрежу вот от этого края. Сколько здесь? 10 сантиметров, 11. Вот так. От этого края 11 сантиметров обрежу. Это, наверное, старые ножницы. Вот. Теперь смотрите, как у нас должно получиться. Вот. Шов, да? Не забываем, что здесь будет подворот. Меряем. Да, 65-66 сантиметров. Это как раз нормальная длина рукава. Но давайте не забывать, что нам манжет надо с одной стороны заузить по руке, чтобы он не был очень широким. Эту часть мы будем присбаривать, да, на манжет садить. А эту часть сейчас заузим. Значит, складываем ровненько. Обязательно. Вот. Равняем. Ой, что я не могу. Равняем. Меряем объем своей кисти. К нему прибавляем 3 сантиметра. Где-то 3 сантиметра, чтобы можно было кисть, да, просунуть. Вот смотрите, 10-11 сантиметров. Ой, не так меряю. Вот смотрите, от края. Для того, чтобы по руке. Вот как обычно мы с вами рукав зауживаем. Вот, 11 сантиметров. Отмеряем здесь. И теперь соединяем с этой точкой. Вот так. И режем. Плюс там шовчики, вот, чтобы манжетик у вас такой был. Так, с рукавом мы разобрались. Это вот смотрите сколько. 4 части. Рукав с 4 частей. Так, теперь. Помните, у нас остался вот этот с вами кусочек кружева. Мы его будем пришивать к полочке. Значит, берем нашу полочку. Где наша полочка? Это спина. Ну, вы вообще, девочки, можно взять больше кружева. Можно, смотрите, как его нашить. Так, чтобы тут много лишнего не было. Смотрите. Можно его вот так, например, сделать. Но оно должно быть длиннее, да? Посерединке вот так. Вырезать, пришить. Будет очень красиво. У меня же, вы видите, да, небольшой кусочек. Поэтому я его буду вот так сейчас соединять. Здесь вырежу. Потом буду обрабатывать. То есть буду вот так вот его делать. Даже, может быть, чуть-чуть ниже. Вот. Чтобы этот цветочек посередине был. Вот так вот этот. Потом вырежу. Значит, спрашивали, как пришивать кружево. Это очень просто. Смотрите, ткань не сильно эластичная. Поначалу вам нужно для тренировки не сильно эластичную ткань и не эластичное кружево. Тогда вам будет его очень легко пришивать. Значит, самое первое, это обязательно нужно отцентровать кружево, если на нем есть рисунок. И, естественно, мы его должны одинаково расположить по полочке. Значит, смотрите. Смотрим. Смотрите, от края, вот сколько здесь сантиметров? 2. Значит, и здесь нам нужно, вот видите, 2 сантиметра от края. Вот, расположить, видите?
расположили так кружево и прикололи с одной и со второй стороны. Вот. Дальше смотрим, меряем высоту тоже от плеча вниз, смотрим, сколько у нас сантиметров. 17, видите? И тут точно так же должно быть 17. Вот, все, прикололи булавочками. Все, и теперь хорошенько булавочками по всему периметру кружева мы его прикалываем. И будем прошивать на машинке. Пуговички я потом буду сверху пришивать, сверху кружево. Так. Смотрите, вот так. Я думаю, тут все видно хорошо. Смотрите, чтобы ничего никуда не съехало у вас. Можно даже иголочкой с ниточкой прихватить. Но сначала булавочками. Булавочки в любом случае, девочки, вам будут нужны. Смотрите, вот так. Все, прикололи. И теперь, смотрите, если у вас есть машинка, которая делает зигзаг шов, вот он для кружева лучше всего. Маленький поставили зигзаг и вот соединили зигзагом вот эти вот швы. Это я вот, смотрите, сейчас чикну по горлышку. Это же мне не надо. Видите, вот. Прям подрезаю. Все, вырезала. Этот кусочек, он мне не нужен. Зигзагом, либо прямострочной машиной. Но также не забывайте, да, что кружево не должно быть очень эластичным, и ткань не должна быть очень эластичная. Потому что если ткань эластичная, вы прямой строчкой пришьете это все, у вас просто-напросто при натяжении потом этот шов может лопнуть. Поэтому лучше всего, даже если ткань не очень эластичная и кружево не очень эластичное, если у вас обычная бытовая машина, маленьким зигзагом вот эти шовчики вот, пришивать буду. Так, смотрите, это наша с вами вся выкройка. Так, наша с вами выкройка состоит, вот смотрите, с частей. Полочка, спинка и рукав. 4 кусочка кружева, верхняя часть, нижняя часть и манжетик. Во второй части видео я буду пришивать кружево, буду соединять полностью всю выкройку и вам покажу. Вы мне обязательно задавайте вопросы по крою этой кофточки. И во второй части видео, в начале второй части, я обязательно на все ваши вопросы буду отвечать. Всем желаю хорошего настроения, ставьте лайки, всем пока!